Процесс собирания русских земель представить без казаков невозможно. По образному выражению кого-то из великих, по-моему, Льва Николаевича Толстого, границы Российской империи лежат на острие казачьей пики. Известно только то, что когда казачество, конец XIV-XV век, впервые появляется в русских летописях, то слово «казак» носит в основном значение «охранник». При Иоанне Грозном казаки уже занимали огромные территории в нижнем течении Дона, постепенно расширяясь, селились на всех притоках. Право голоса имел каждый казак. Решение принималось большинством голосов. Избирательного ценза, имущественного, еще какого-то, не было никакого. Петр I включил все донское казачество в состав русской армии, вооруженных сил России на правах регулярного войска. И управлять им теперь должна была военная коллегия. Уже при Александре II войсковому атаману присвоят права генерал-губернатора и командующего войсками военного округа. Казаки дошли до Тихого океана, до Аляски. Да не остановили бы мы их, могли бы пойти и дальше. Дорогие друзья, любители русской истории, добрый день. Мы продолжаем наш цикл лекций, рассказывающих о том, как собиралась наша Земля, как образовалась самая большая страна на планете. И сегодня мы поговорим о 3 больших территориях, разной истории вхождения в Россию, а где-то возвращения в Россию и очень разной последующей судьбы. Вторая половина XVIII – XIX век. А территории следующие. Новороссия. И об этом поговорим особо, может быть, чуть более детально, потому что после возвращения в Россию нескольких исторических областей, которых почему-то политики называют новыми территориями, это самое, что ни на есть старые, мы увидим сегодня, исторические территории, мы столкнулись с тем, насколько фантазийную, выдуманную историю этих земель преподавали там в школе. Поэтому обращаться я буду не только к нашим российским подписчикам и зрителям, но и к нашим согражданам с освобожденных земель. Вторая земля – это Польша, не удивляйтесь. Разными частями до 1,5 веков польские земли входили в состав Российской империи. Ну и Финляндия, финские земли, Великое княжество Финляндское. Это земли, в общем-то, исконно славянские. Когда-то они были частью древнего киевско-новгородского конгломерата княжеств, которыми владели Рюриковичи, члены одного рода. То, что историки XIX века назвали Киевской Русью, хотя это, конечно, более чем условное и не очень корректное название. Не вся территория, естественно, но доходили наши дружины и до Херсонеса, и до разных точек Крыма, и было наше княжество Тьмутараканское, ну, в общем и целом, славянские земли, славянские степи, хотя во многом они стыковались с кочевыми большими племенными союзами, с теми же половцами и прочее. Но после ордынского нашествия много чего менялось, и в конце концов, в основном эти земли оказались частью либо Крымского ханства, осколка Золотой Орды под защитой, под протекторатом величайшей державы тех времен Османской империи, Константинополя, либо эти земли были просто не разграничены. Дикое поле, сфера приложения сил разных буйных головушек. И крымских мурс татарских, и ногайских беев, и запорожцев. В общем, кто там только не гулял в этих необъятных степях. Городов там не было, селений больших не было, ибо жить там было опасно. Во времена Екатерины II наконец-то Россия покончила с большой многовековой угрозой с юга. Угроза, которая, собственно, и сдерживала возвращение русских славян в Причерноморье. Присоединяя территории бывшего Крымского ханства, мы понимали, что теперь
здесь можно основывать русские поселения без угроз быть разоренными набегами, оказаться в рабстве, будь то у турок, татар, закончить жизнь где-то на галерах, потому что земли эти были не заселены, опасно, уводили в полон, в рабство. Территории дикие. Их тогда называли, и сейчас мы называем так, как сделали наши предки 250 лет назад, назвали их Новой Россией, Новороссией. Какие это земли? Справа налево на карте, с востока на запад, это примерно от территории современного Краснодарского края, от Кубани до Молдавии, до Днестра, включая Приднестровье. Это широкая полоса вдоль Азовского и Черного моря, под которой непосредственно находится Крымский полуостров. Огромные земли. Вот об этом мы расскажем сейчас поподробнее. Что и как присоединилось к Российской империи в результате русско-турецких войн Екатерины II и Потемкина. Широкими мазками больших войн с Турцией тогда было две. Первая, назовем ее Румянцевская, 68-74 год. И спустя несколько лет вторая война, которую военные историки называют Суворовской, как главного нашего прославленного актора, полководца уже второй русско-турецкой войны. Что по итогам этих войн вернулось в Россию? Начну издалека. Азов, Таганрог и окружающие земли. Какое-то время их будут звать Азовской губернией. Еще Петр I брал Азов и основывал Таганрог. Еще казаки до него брали Азов. И потом Миних отвоевал снова в очередной раз у турок Азов. Земли эти считались как бы нашими, но с ограничением хозяйственной деятельности. То есть без права строить на этих землях крепости, укрепления, содержать там флот, держать большие гарнизоны. То есть, по сути, такая буферная зона. Жить там тоже было небезопасно. Эти все ограничения были отменены. Земли стали нашими полноценно. Далее к нам отошла территория так называемого Запорожья. Оно называется Запорожье, но к войску запорожскому имеет весьма отдаленное отношение, потому что Запорожье понятие расплывчатое. И это не то, где была сечь, где Черкасы, Черкасская область, где пороги, а это то, что ниже под порогами, по большому счету, ниже Днепропетровска. Земли эти были пустующие, и они составили тоже часть Новороссийского края. Население всей Новороссии, от Днепропетровска современного, вниз до Черного Азовского моря, и дальше налево до Молдавии, направо до Кубани, составляло накануне русско-турецких войн не более 100 тысяч человек. Можете себе представить? Это вообще пустая земля. Крым входит в состав Российской империи. Земли от Азова направо, на восток, в сторону реки Кубань. Там потом появится Черноморское казачье войско. В прошлой лекции я рассказывал, что это, собственно, правопреемники, наследники, условно, в кадровом смысле, запорожцев и отчасти Донского войска. Будет основан город Екатеринодар, столица Кубани, дар Екатерине, Краснодар. Далее направо от Днепра, вплоть до территории современной Молдавии, тоже все эти земли, их там называли Очаковскими полями, пустынные невероятно, тоже отходят к Российской империи. И начинается постепенное заселение этих земель. Да, еще один важный момент. Территория современной Мелитопольщина вокруг Мелитополя, часть Херсонской области, часть Запорожской области, а там такие степи очень невероятной красоты степи. Прекрасный заповедник Аскания-Нова, еще со времен Российской империи. Это единственное место на планете, где сохранились лошади Пржевальского. Соратник и сподвижник Пржевальского, русский этнограф, офицер, разведчик, генерал Козлов привез этих лошадей Пржевальского из Азии, и вот в этих степях их поселил, они там расплодились. Мы очень этим гордимся. Сейчас много уделяется усилий властями Херсонской области по сохранению Аскании-Новы. Ваш покорный слуга даже имел отношение к установке памятника. Открыли памятник как раз тому самому генералу Козлову, который сохранил заповедник. Он был директором этого заповедника до революции и умудрился сохранить его после революции. В этих степях
Мелитопольщины. Тогда кочевали ногайские племена. Собственно, запорожцев там не было. Поскольку там удобные пастбища, там удобно огромным стадам находиться. Вот нагайцы, тоже отколовшиеся когда-то в стародавние времена кусочек Золотой Орды, ногайские кочевья. После того, как пришла туда русская армия и начали заселяться русские поселенцы, нагайцы откочевали в сторону Кавказа. Степь эта тоже оказалась безлюдной, поскольку ногайская орда ушла. И встала первостепенная задача – быстрейшее освоение, переселение туда всех желающих, способных превратить эти земли в цветущий край. Первое решение оказалось очевидным. Екатерине надо вернуть ногайцев. Чего они уехали? Мы их не прогоняли. Издали специальный указ о дозволении перехода татарам с Кизлярской степи, это куда они откочевали, аж вот туда вот, в Таврическую область на Молочные воды. 1775 год. Выделили нагайцам, татарам, как их называли, полосу от реки Молочная. Там проходил Восточный вал. Это была граница, нерушимая граница очередная Третьего рейха, которую наши штурмовали в годы Великой Отечественной войны, такая неприступная. Вдоль реки Молочная, это район Мелитополя, и туда в сторону современного Бердянска. Бердянска тогда еще никакого не было. Бердянск спустя несколько десятилетий будет основан графом Воронцовым, наместником Новороссии, губернатором, тем самым, да, Воронцовым, которого не любил Пушкин, который лорд-полукупец, полуподлец, полуневежда. И все это неправда. Великий гений наш поэт, но совершенно несправедлив был по отношению к блестящему администратору, боевому генералу, израненному в боях за Отечество, прекрасному человеку графу Воронцову, основателю Бердянска. Вот это все ногайские степи. Ногайцы вернулись. Вот вам земля, давайте занимайтесь сельским хозяйством, огородничеством и садоводством. Но была совсем другая культура. Люди столетиями жили иным укладом, кочевые племена. В армии служили они не очень охотно. Ну, то есть они не отказывались. Не такие были дисциплинированные, организованные, как донские казаки. Поэтому это уже отдельная история. Часть нагайцев осталась, часть опять куда-то откочевала. Часть потом снова просилась вернуться в Российскую империю и в итоге стали земледельцами. Речь не об этом. Интересно то, что, возвращая нагайцев на их старинные кочевья, правительство поступало опять очень гибко. Никаких начальников им не назначали. У них там был хан главный, Баязет-бей. Императорским указом и назначили: главным беем будет Баязет. Как вы там внутри управляетесь, кто у вас младшие ханы, сами разбирайтесь. Вот вам земля, живите, будет война, надо будет как-то в армии послужить. Мы к вам обратимся. Более того, на нагайцев были распространены все льготы и преимущества, как на иностранных переселенцев. Освобождение от налогов, масса преференций, какие-то деньги на переезд им давались. Далее. От Днепра налево в сторону Молдавии. Поля Очаковские. Вот там находилось то самое крошечное селение Хаджибей на берегу Черного моря, где сначала начали суворовские войска строить небольшую укрепленную крепость, потом небольшой военный форт и порт, а потом указом Екатерины был основан город. Великий город, великий в мировом смысле, жемчужина у моря, будущая процветающая Одесса. Вся эта территория тоже была включена в состав Новороссийской губернии. Смотрим новости. Памятник Екатерине и основателям Одессы, устроителям Одессы Потемкину, Дерибасу, Ришелье. Там прекрасная такая композиция в центре города. Была установлена задолго до революции. Украшала город на всех почтовых марках, конвертах, символах, тарелочках, везде. Снесли. Ждем, когда поставят памятник Бандере на этом месте. Большой вклад внес в Одессу. Нет, там не найдут какого-нибудь одесского, наверное, бандеровского подпольщика. Новороссийская губерния, новая Россия – это гораздо больше того, что мы представляем себе даже сегодня. Это не полоска вдоль моря. Это огромная, в общем, неприличных размеров губерния размером в большую страну, которая включала в себя современную значительную часть Луганской и Донецкой области, Запорожской области, Херсонской области, Днепропетровская область вся, Днепропетровск, город Екатеринослав,
во славу Екатерины. Криворожской области, вся Николаевская область, Приднестровье и Кировоградская область, простите, современное украинское название я на 3/4 украинец произнести не могу, язык не поворачивается. Екатеринославский уезд Новороссии, назовем ее так. Советская Кировоградская область, уверен, что какое-то из исторических названий когда-то жители обязательно этому славному, очень красивому городу вернут. Вот это целая страна. Посчитать вместе, ну, наверное, получится половина советской, украинской СССР. Это вся земля, освоенная при Екатерине и Потемкине, возвращенная назад у турок плюс дикое поле. Как проводилось заселение этой огромной территории со 100-тысячным населением? Приглашали поселенцев, давали землю. Условия получения земли были архивыгодные. На 10 лет освобождение от всех повинностей, от всех налогов. Одно требование – начать эту землю осваивать, пахать и сеять, что-то на ней строить. Новороссия стала настоящим Эльдорадо. Не только для каких-то больших чиновников, крупных помещиков, олигархов, которые, конечно, получали десятки тысяч гектаров, перевозили туда крестьян, основывали большие латифундии, но и для отставных офицеров, этих коллежских асессоров, секунд-майоров, ветеранов суворовских, румянцевских войн, которые получали там большие земельные наделы. Это вообще все нуждается в экранизации, в кино, и в этом диком крае разводили вишневые сады. Вот где находится вишневый сад Чеховский, знаете? Никто не знает. Но если почитать внимательно, то управляющие Раневской продавали вишни на рынках московских, одесских и Харькова. Вот где-то между Одессой и Харьковом, Харьков-Слободская окраина России. В течение 10 лет Новороссийской и Азовской губернскими канцеляриями роздано помещикам и под казенное селение 4,5 миллиона десятин, по-нашему, гектаров земли. В среднем на одну душу мужского пола приходилось 84 гектара, друзья мои. Казакам разрешалось селиться свободно где хотят. В общем, какой там казак, откуда взялся, как он в казаки попал, никого не интересовало. Дальше. Негласно санкционировали право убежища в секретных инструкциях. Местным властям рекомендовалось, в кавычках, безо всякой огласки, приписывать к городским и сельским обществам, ну то есть селить, документы выдавать, беглым и бродягам. Представляете? Ну то есть добежал, все, свободный человек. Селись, только тихо работай. Далее. Из Крыма, пока Крым там некоторое время был татарским по-прежнему, под протекторатом России, между Первой и Второй, между Румянцевской и Суворовской войной, Потемкин методично эту вот татарскую власть разорял, то есть выбивал оттуда экономический фундамент. Каким образом? Создавал условия, приглашал, давал землю, субсидии для переселения самых платежеспособных, работоспособных и обеспеченных тех, кто делал экономику Крыма, общин. Выселяли оттуда греков и армян. Они со своими семьями, пожитками и капиталами из Крыма массово переезжали в Новороссию. Вот греки, например, основали греческий город в 1780 году, Мариуполь, знакомый нам. Основан греками-переселенцами из Крыма при поддержке князя Потемкина. Мариуполь – город Марии. Мария – это супруга наследника престола Павла Петровича, будущего императора Павла I. Далее, старообрядцев. Уж сколько наше государство бестолково и постыдно и преступно гоняло этих несчастных, трезвых, трудолюбивых людей. Тут как-то опомнились на время, и поэтому старообрядцев, пожалуйста, свободно приезжайте в Новороссию. Можете даже вести службу по своим старообрядческим книгам. Будем смотреть на это сквозь пальцы. Бога ради, только селитесь, работайте. Вытаскивали крестьян даже из Польши, способствовали их бегству, то есть беглые крепостные из Польши. Бежали в Новороссию, а мы их тут прятали. Евреи переезжали из Польши целыми общинами. При этом было обещано, это соблюдалось властями строго, жить будете по-старому, с вашим внутренним кагальным самоуправлением. Мы все равно там ничего не понимаем, вылезать не будем. И поэтому в Новороссии, Одесса, другие хорошие города, там тоже много оказалось оборотистых торговых людей.
целыми, так сказать, местечками. В Очаковскую область переселилось много болгар. Кстати сказать, отличные садоводы и огородники внесли большой вклад болгары в развитие земледелия того региона. И, наконец, не поверите, немцы. Но Екатерина же, сами понимаете, толк в соотечественниках знала, понимала, что люди эти бунтовать не будут, будут работать. Тем более, что Германия никогда не отличалась особой религиозной терпимостью в те времена, и целых направления протестантских вот этих вот, не хочу говорить сект, а протестантских церквей притесняла, относилась к ним нехорошо. И вот тысячами немцы переселялись семьями по указу Екатерины на плодородные земли Новороссии. Получали полную свободу вероисповедания. Вот тут, знаете, нам было вообще все равно. 10 лет освобождения от подати, освобождение от военной службы, освобождение от обязательных госработ, деньги на путевые расходы, кормовые, подорожные, ссуда 500 рублей на семью, семена для посева, право заводить фабрики, свободно заниматься торговлей, вступать в гильдии, цеха, ну и на сладкое по 65 гектаров на семью, с обязательствами уплачивать за нее по истечении 10-летнего срока, то есть 10 лет бесплатно, вам по 65 га, а потом по 15 копеек за гектар. Ну и еще бесплатный лес для строительства дома. Немцев переехало в Новороссию, они почему-то вокруг Бердянска там селились активно, 100 тысяч человек. Ну, мало развивать сельское хозяйство, строить небольшие поселения, нужно строить города. Нужно создавать места, где большие рынки, где место для обмена товаров, будущее развитие торговли и промышленности, и самое главное, крепость, в случае чего опорный пункт, где будет находиться гарнизон, где будут строиться и ремонтироваться военные корабли Черноморского флота. Поэтому принята была отдельная градостроительная программа. Кратко перечислю основные, главные города, чтобы мы понимали, основанные Екатериной и Потемкиным. Политическое решение Екатерины, энергия, административный талант Потемкина. Деньги казенные, бюджетные, потемкинские, частные, все вместе. Деньги на градостроительную программу не считали. И уже никто не помнит, сколько стоило основание того либо другого города. Фантастической красоты города. Честно говоря, я не понимаю, вот как в тех условиях за несколько лет можно было основать, построить такие города. Тогда у Потемкина ведь не было ни железных дорог, ни авиации, ни станкостроительной промышленности. Херсон. Потемкин поставил задачу построить, как в Петербурге. Крепость, адмиралтейство, верфь, карантин, пакгаузы, дома каменные, коммерческий и военный флот. Суммы отпускались Потемкиным неограниченные. Уже через 2 года с момента основания в Херсон стали приходить корабли, свои офисы открыли крупнейшие мировые иностранные торговые фирмы, русский хлеб, пенька, льняное конопляное семя. Все пошло из Херсона через Черное море на Корсику, в Ниццу, Геную, Марсель и даже Барселону. Екатеринослав. Кто забыл, это город Днепропетровск. Во славу Екатерины основан Потемкиным. Потемкин спланировал его невероятных размеров. 300 квадратных километров город по плану. Кому интересно, посмотрите площадь самого большого города в нашей стране Москвы. Сравните с Екатеринославом, вычтите 250 лет. Это называют гигантомания Потемкина. Но знаете, побольше бы нам таких гигантоманов. Он планировал в центре города храм не менее размеров храма Святого Петра в Риме. Это назывался храм Преображения. Далее университет, музыкальная академия и прочее. Потемкин умер. Город в 300 квадратных километров с храмом не менее храма Святого Петра в Риме тогда построить при жизни ему не удалось. Но ничего, потом в 19 веке город развивался. Место было выбрано правильное. Город прекрасный. Николаев. Имя дано в честь святого Николая, покровителя моряков-путешественников. Перенесли сюда адмиралтейство, ибо город морской, удобнее в Черное море выходить. В Херсоне оставили ремонт мелких судов, там всяческие магазины, а вот крупный верфь, основной порт, защищенный. Николаев. В Крыму, близ Херсонеса Таврического, основан Севастополь. Про это вам рассказывать не надо. Ну и, наконец, на месте крошечного селения Хаджибей Одесса. Узел торговых связей Новороссийского края. Перед революцией 3-й или 4-й по величине
город в империи после Петербурга, Москвы и, возможно, Варшавы. Но точно третий по богатству после Петербурга и Москвы. Киев был меньше Одессы. Вот так. Итого, как я вам говорил, если на начало присоединения Новороссии к России 100 тысяч населения этих пустынных земель, не пройдет и нескольких десятилетий при Александре I население Новороссии с учетом переселенцев и детишек 1,5 миллиона. За несколько десятилетий в 15 раз. Царство польское. Назовем это неудачным экспериментом русского либерализма. После всех разделов Речи Посполитой Польша прекратила свое существование. Земли Литвы, Украины, Белоруссии оказались в составе Российской империи. Исконные польские земли, включая Варшаву, Краков, оказались поделены между двумя крупнейшими германскими государствами – Пруссией и Австрией. Наполеон победил, разбил Пруссию и Австрию, вычленил оттуда основную часть польских земель и создал герцогство Варшавское, квазигосударство под защитой французского триколора. Это герцогство Варшавское было обещано полякам, химера, соблазняющая, мол, оно впоследствии, когда мы победим русских, станет независимым, и, может быть, даже я не только дам независимость герцогству Варшавскому, а, может быть, что-нибудь верну из тех земель Речи Посполитой, которые русские у вас отобрали. Все эти обещания были крайне неконкретные, однако они позволили Наполеону завербовать в ряды своей великой армии 600-тысячной 100 тысяч польских солдат и офицеров, а поляки хорошие солдаты и офицеры. 15-17% наполеоновской армии – это поляки, которые сражались за мечту о независимости. Наполеон разбит, Венский конгресс, 1815 год, и тут Александр проявляет свойственное ему упрямство и говорит: нет, все земли герцогства Варшавского отойдут к России. Таким образом, все, что польское, окажется в составе России. Чуть не началась из-за этого новая война, где Россия вынуждена была воевать в одиночку с Пруссией, Австрией и Англией. Но обошлось, и большую часть этих земель, большую, не все, Россия получает, объединяет вместе, и называется это царство польское. И вот тут уже никакая не химера. Тут все по-настоящему. Это царство польское на самом деле получает независимость на 99,9%. Независимость в составе Российской империи. Царство польское примерно в 2 раза меньше, чем современная Польша. Почему? Ну, во-первых, там нет Галиции, которая сегодня Западная Украина, вместе со Львовом. Этот кусочек земель остался в составе Австрии. Граница таким образом проходила прямо вот у Кракова. Далее, все современные западнопольские города, Вроцлав, Ополе, Познань, Торунь, те годы совершенно немецкие. Оппель, Бреслау, Позан и Торн. Вся Западная Польша тогда германские земли. А вся Северная Польша – это Пруссия. Увеличение Польши в 2 раза на запад, на север и на юг – это главным образом, простите, но вот подарки польскому народу Сталиным после разгрома фашистской Германии. Польша, так сказать, благодаря СССР и Сталину, по сравнению с царством польским, с теми исконно польскими землями, которыми оперировали на Венском конгрессе, увеличилась в 2 раза. Что из себя представляло царство польское, как я говорю, на 99% независимое в составе Российской империи. Это была конституционная монархия. По Конституции главой государства был царь польский. Этим титулом в Варшаве был коронован российский император, который совмещал таким образом в своем лице 2 должности. Императора всероссийского и царя польского. То, что называется личная уния. При этом в Польше свой госсовет, свое правительство, свой парламент, о котором в Российской империи мечтать-то не могли. У нас он появится только Государственная Дума в 1905 году. А у них полноценный тогда двухпалатный законодательный орган. Государственный язык в Польше, как вы понимаете, не французский и не русский, польский.
Все высшие должностные лица только поляки. Все законы польские, действовавшие ранее, сохранились. Собственно, отдельный государственный бюджет, своя финансовая система, своя валюта, свой суд, свои правоохранительные органы и, наконец, своя собственная армия. Причем, не мудрствуя лукаво, в польскую армию взяли всех тех самых польских офицеров, которые в основном воевали за Наполеона, офицеров и солдат. Представьте только себе, Германская Демократическая Республика после Второй мировой войны, после несчастного раздела Германии, ее бы армию составляли части вермахта. Вот в Польше было именно так. Мы относились к этому нормально, терпимо. Но если к этому еще добавить историческое полонофильство среди русского дворянства, поскольку польская культура была у нас всегда в особом почете в русском обществе, перед польским стилем во всем, в одежде, в музыке, в танце, еде, перед этим всем буквально благоволели. Польша – это Европа, мы тогда так рассуждали. Вообще не очень-то было понятно, кто чья колония. Кто есть Александр, сначала царь польский, потом император всероссийский, или наоборот. Наместником царя стал его брат Константин, который женился на польке и полностью полонизировался, ополячился. Реально был влюблен в польскую культуру, считал поляков прекрасным культурным народом, очень даже благодарным. В Россию приезжать не хотел до такой степени, что отказался от императорской короны после смерти Александра. Предпочел остаться польским наместником. Какая там колония? Никакая не колония. Союз братских народов за счет России, поскольку целый ряд дополнительных внешнеполитических функций и расходов все-таки лежал, как бы сейчас сказали, на федеральном бюджете. От союза с Россией Польша довольно серьезно экономила, ну так, положа руку на сердце. Но так получилось, что польские элиты, я не говорю польский народ, нас пишут польский народ, поляки, да народу-то было все равно. Крестьяне только рады были бы, чтобы их освободили, поскольку крепостное право в Польше-то было в свое время пожестче, чем у нас. Но польские элиты все эти благодеяния не оценили, решили, что это только полдела сделано. Дальше надо к нашему царству польскому присоединить обратно Белоруссию, Литву и всю правобережную вот эту малороссийские земли. Стали давить на Александра. Эта идея обсуждалась даже при дворе. Общество декабристов возникли как патриотический порыв офицеров, до которых дошло, что власть может в своем полонофильском экстазе действительно вернуть земли, возвращенные кровью русского солдата во время этих разделов Речи Посполитой, во время этих бесконечных войн исторических между Москвой и Польшей. Вернуть все эти земли просто так царству польскому, бывшему врагу, который сжег Москву вместе с Наполеоном, который на иконах рубил мясо, который превращал церкви в конюшни. Как это возможно? Именно тогда, вспомним Пушкина, меланхолический Якушкин обнажал цареубийственный кинжал. Лет за 5 еще до восстания декабристов, к тому периоду, когда молодые офицеры, герои наполеоновских войн, говорили: мы пожертвуем собой, мы убьем императора, если он решится отдать русские земли царству польскому. Убьем, и пусть нас после этого расстреляют, мы сами с собой покончим, мы хотим спасти Отечество. Слава Богу, Александра I хватило осмотрительности на подобного рода безумие не идти, но все, что можно было отдать полякам, мы отдали. Тем не менее, 1830 год. Все равно недовольные польские элиты поднимают военный мятеж, не восстание. Начинается полноценная война между русской армией и польской армией. Мятеж подавлен. В Петербурге император Николай I. У него как бы прекраснодушных мечтаний, как у старшего брата, не наблюдается. Поэтому принимается решение постепенно распространить на неблагодарное царство польское общероссийскую систему власти. Отдельная коронация в Варшаве императора отменяется. Денежной единицей становится рубль, разумно. Парламент ликвидируется, и польские вооруженные силы тоже ликвидируются. Есть воинские части, они подчиняются Петербургу. Проводятся экономические реформы. Например, отменяется таможенная граница. До этого между
царством польским и империей, как ни смешно, была таможня с пошлинами. И от этого царство польское резко выигрывает, потому что налогов становится меньше, рынок огромный для польского товара, народ там богатеет, начинается бурное железнодорожное строительство, бурное развитие промышленности в Польше. И вот мы все время говорим, железная дорога, Петербург-Москва. Петербург-Москва, мы, надо забыть, что железную дорогу в Польше строилась. По-моему, Петербург-Варшава. И далее, примерно в это же время. Приходит время реформ Александра II, он большой либерал, мы знаем, решает немного гаечки развинтить. Вроде как там в Польше тихо. Пойдем навстречу полякам по части либеральных реформ. Амнистируют всех участников польского восстания вместе с декабристами. Ну, декабристов амнистировали, это хорошо, а вот польское восстание, там примерно 1010 поляков, осужденных тогда за мятеж 30-го года, постаревших, но сильно обозленных, вернулось в Польшу. С гуманистической точки зрения, конечно, правильно, но, как говорят некоторые, Хрущев тоже с амнистией бандеровцам немного поторопился. Разные есть на этот счет мнения. Восстанавливается Госсовет царства польского, по сути, польское правительство. Вводится должность начальника гражданского управления царством. По-современному премьер-министр отдельный. У Польши должность эту занимает поляк. Польши считают, что чем больше послаблений, тем явственнее, что русские делают это от слабости, от неуверенности в собственных силах. Значит, надо еще поддавить, и тогда еще больше будет либеральных реформ, а тогда может быть и независимость, и может быть опять снова Великая Польша от моря и до моря, в условиях того, что тысячи бывших революционеров-мятежников вернулись. В Европе огромная польская иммиграция, которая подзуживает, которая ведет там интриги в Лондоне, в Париже, и вроде бы как за границей обещает помочь польским мятежникам. Вроде бы как Россия после не самой удачной для нас Крымской войны выглядит в международном плане ослабленной, и никакая это не армия номер один. В Крыму не справилась, в самой России народовольцы. И вроде как момент удачный, и формируются разного рода революционные кружки, целая сеть покрывает Польшу, Литву, Белоруссию современную, покрывают кружки революционеров. Достоевский в «Бесах» в том числе и об этом пишет. Это принцип. В каждом кружке 3 человека. Один член кружка знает только 2 еще, больше никого. Кто-то из них, неизвестно кто, знает одного члена следующей тройки другого кружка. Из следующей тройки не этот, а обязательно другой. Тоже, возможно, знает кого-то из другой тройки. Поэтому разорвать эту цепочку, даже если ты кого-то выдернул, почти невозможно не раскрутить эту сеть, которая опоясывает революционное и царство польское, и уже отчасти Белоруссию, и Литву. В общем, начинается как бы стихийное выступление повсюду, которое, конечно, совсем не стихийное. Там повод был интересный какой. Премьер-министром, гражданским начальником Польши, как я сказал, был поляк. Настоящий польский патриот, который хотел в своей стране больше свобод. Звали его Александр Игнаций Велепольский маркиз Гонзага Мышковский, да, вот польский маркиз. Провел там много реформ либеральных, барщину заменил оброком, проводил образовательные реформы, всякие преобразования в школе, университет. Но, желая придавить эти крайности революционные, объявил о том, что будет проведен новый рекрутский набор. Мобилизация такая внеплановая, хотя войны не было никакой. И в этот рекрутский набор попадал каждый второй революционер. Потому что молодые люди, и в списке их там подозреваемых всех в эти рекруты записали. Ну, понятно, что в армию никто не хотел. Лучше воевать с русскими из-под тишка. Начались вот эти повсеместные мятежи, восстания. Это была такая партизанская война, на самом деле, не открытая. Длилась долго, около 100 повстанческих отрядов. Боролись с этим по-разному. Наибольших успехов добился небезызвестный нам, горячо любимый в Польше губернатор Виленского края с неограниченными полномочиями граф Муравьев, в простонародье Муравьев-вешатель. Ну, вешатель, понимаем почему, потому что расстрельные приговоры для бандитов-террористов, пойманных с поличными, он, великий пиарщик был своего времени, не без удовольствия заменял на
публичное повешение. Повесил-то не так много на самом деле, но страху нагнал много. В Польше современно это второй жупел после Берии со Сталиным. Порядок навели, многие польские поместья шляхтичи подверглись секвестру, то есть изъятию, а земли перераспределялись между польских крестьян. Кстати, крестьяне это восстание совершенно не поддержали. Наоборот, они даже выиграли. Земли у них стало больше, и во многих польских, особенно, конечно, белорусских и литовских крестьянских избах в красном углу, под лампадкой, вот там, где икона, рядом висел портрет, аккуратно вырезанный из журнала, цветной в рамочке горячо любимого губернатора Муравьева, благодетеля крестьян, который мятежных бар землю им отдал, и всячески русских крестьян, белорусских, литовских защищает, православных. Так что редкий случай, поверьте, наверное, и сегодня. Что происходит далее? После подавления восстания постепенно упраздняются обособленные органы управления царства польского. Царство делится на обычные губернии. В качестве уже официального языка делопроизводства вводится русский язык. Пытаются перевести все образование. Не успели, не докрутили на русский. Вообще была даже идея польский с латиницы перевести на кириллицу. Выпустили соответствующие буквари, начали обучение. Обнаружилась довольно забавная вещь. Польский красивый язык, такой интересный, своеобразный. Если начинаешь читать польский русскими буквами, кириллицей, все понятно. Вот я вам прочитаю сейчас. «Ойче наш, któryś jest в небе, сиешься имя Твое, пшись крólestwo Твое, бо неть воля Твоя, яко в небе, так и на земле». Несложно. Но насколько на самом деле полякам под колониальным русским гнетом вот эти годы, с момента образования царства польского, 15-й год после Венского конгресса и до революции, насколько им плохо жилось. Есть такой хороший критерий – численность населения. Можно много говорить о том, кому хорошо, кому плохо, но когда людям плохо, они умирают и болеют, или эмигрируют и уезжают. А когда людям хорошо, они рожают детей, у них большие семьи, эти семьи есть чем прокормить. И этот показатель, наверное, самый объективный из всех возможных показателей реального, подлинного благосостояния народа, земли, людей, этих землю населяющих. К моменту образования царства польского население Польши 2 700 000 человек. К началу Первой мировой войны, не прошло и 100 лет, 12,5 миллионов человек. Итого население Польши за 100 лет увеличилось в 5 раз. Никакого массового переселения на эту землю великороссов или малороссов не было. Это сами поляки. Такого роста населения не было ни в России, ни в одной другой европейской стране. Теперь немного о Финляндии. Как говорится, на сладкое. Дело в том, что до XIX века ничего такого, что сейчас называется Финляндией, в природе не существовало. Была шведская провинция, в которой государственный язык был шведский, в котором на шведском говорили, писали все учреждения, школы и прочее, прочее. А финский был устным языком в деревне, записывали на нем сказки и легенды. В культурной общественной жизни языка такого не было. Присоединена эта шведская провинция к России была по итогам очередной русско-шведской войны 1809 года. Мы с вами помним, что как Петр I шведов разбил, с тех пор раз в 10-20 лет Швеция непременно нападала на Россию, желая отвоевать потерянные земли. И в результате каждого из этих нападений терпела поражение и кусочек своей земли отдавала. Вот самой неудачной шведско-русской войной была война времен Александра I, когда Барклай де Толли, Багратион по льду перешли Финский залив. И, в общем, шведы вовремя поняли, что лучше отдать половину своей территории примерно, Финляндию, оставить, по крайней мере, свои провинции за собой. Так вот, Финляндия была присоединена тоже на особых условиях. Только наш император Александр I мог что-то подобное, честно говоря, изобразить. Первое. Он сразу заявил,
после принесения населением присяги на верность, что сохраняется лютеранская религия как государственная в Финляндии, сохраняется все старое законодательство, вводится особое финляндское подданство. Это означает, что даже если финну надо поехать в Петербург, надо какой-то загранпаспорт оформить, у него свой паспорт финский. Просто император Всероссийский становится одновременно еще и великим князем финляндским, то есть, опять же, личная уния. По такому радостному случаю Александр I преподнес Финляндии царский подарок. Примерно как Никита Сергеевич Хрущев в 1954 году присоединил Крым, не из плохих побуждений, конечно, Украинская ССР, ну, какая разница, из правого кармана в левый переложил, страна-то одна. Вот так и Александр I, ну, так для упрощения, а может быть, для хороших отношений с финнами, подарил Финляндии Карельский перешеек с Выборгом и Северное Приладожье, то есть те земли, которые были новгородскими, потом завоеваны шведами, а потом Петр I их обратно у шведов отвоевал. Ну, исходили из того, что все это передача территории в рамках, в общем-то, единой империи. В результате этих подарков площадь Великого княжества Финляндского существенно увеличилась, составив 332 тысячи квадратных километров. Это, друзья мои, 2/3 Франции. Страна большая. У финнов было две привилегии – не платить и не служить. Это означало, что граждане княжества Финляндского не платят никаких налогов имперских, федеральных Петербургу. Все, что они зарабатывают, все деньги остаются в Финляндии, и они не служат в императорской армии. Никак. Звериный оскал русского империализма. 33 смайлика я ставлю. Дальше. Администрация княжества полностью автономная, никак не подчиняется центральным министерствам и ведомствам. У финнов тоже собственный парламент появился при Александре II. Была введена отдельная валюта при Александре II, финская марка, основное платежное средство в Финляндии. Вот собственный монетный двор, то есть собственный Центробанк. На финских монетах серебряных с одной стороны, слава тебе Господи, еще двуглавый орел оставался, а с другой просто герб княжества Финляндского. Все свое, даже почтовые марки по тем временам это важный атрибут суверенитета. Почта, не то что сейчас, что на конверте, почтовые марки тоже у финнов были свои. Финский стал вторым официальным языком наравне со шведским. В школах преподавания на финском, все школы государственные. Соответственно, Российская империя финансирует изучение финского языка. Надо сказать, что за 100 лет Российская империя сделала все от нее зависящее, чтобы на месте жилища убогого чухонца, на месте убогой шведской провинции возникло вполне себе благополучное, твердо стоящее на ногах, независимое государство. За это время, хоть Финляндия и сильно посевернее, чем Польша, и климат там потяжелее, и прочее, 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 но за эти 100 лет население Финляндии, опять же, главный критерий, хорошо ли живется людям, увеличилось в 3 раза. Вот за последующие 100 лет независимости население Финляндии увеличилось примерно на 50 с небольшим процентов. В 6 раз меньше, чем под русским имперским игом. Полное впечатление, что политика коренизации, которую проводило советское правительство в 30-е годы, ускоренное вот это насаждение национальной особости, она вот как будто строилась с учетом того имперского опыта, который мы осуществили в Финляндии. Мы просто за 100 лет создали там нацию политическую, создали государство. Вот то же самое, только какими по-настоящему большевистскими методами, 5-летку в 3 дня мы сотворили на Украине, ну и в ряде других национальных окраинных республиках. Что уж тут говорить, что есть, то есть. Я не хочу сказать, что поддержка национальной культуры, развитие национальных языков, традиций, веротерпимость, что в этом есть что-то плохое. Наоборот, это прекрасное качество русской культуры. Я все время говорю русский, не имея в этом, поверьте мне, ничего этнического, только культурно-цивилизационное. Мы же не англичане, чтобы вот этих, значит, разбираться с ирландцами методом их поголовного уничтожения, поскольку они нам не нравятся, нам эти католики-ирландцы, язык у них какой-то кельтский не тот. Это все очень тонкий лед, очень
тонкая материя. Вот Александр I, мы видим с вами, все-таки, ощущая себя вершителем судеб Европы, он на каком-то этапе смотрел на мир в розовых очках, как Михаил Сергеевич с его новым мышлением. Ему казалось, что его все любят. Ему казалось, что он главный миротворец, что он создаст систему, которая обеспечит мир на века, на поколения. И вот от этого прекраснодушия, от этого такого политического романтизма и родилось и невероятное положение Польши в составе империи. Да, может быть, вообще не надо было царство польское присоединять к Российской империи, тем более таким особым, ничего не дающим России способом, кроме проблем. Пусть все поляки жили бы они под немцами, сами бы потом к нам попросились. На коленях бы приползли через какое-то время. Там у них даже флера подобной автономии не было у поляков. Ни в Австрии, ни в Пруссии. Ну, сами понимаете. Лучше бы направил бы он эту энергию, силы свои, ум. Он талантливый человек, Александр, на освоение Востока. Посмотрел бы в сторону Аляски, Гавайских островов, Тихого океана. Там огромные необъятные земли. Ну вот хотелось как-то здесь разобраться поблизости. С той же самой Финляндией, ну, вроде бы сделал демократично, правильно, гуманно. А зачем Карельский перешеек-то с Выборгом вернул? За что? Спасибо не сказали. Потом пришлось отвоевывать, отодвигать границу от Ленинграда. И вот все вот эта сталинская риторика, мы не можем отодвинуть Ленинград от границы, поэтому просим вас, давайте отодвинем границу от Ленинграда. Мы вам в Карелии дадим в 2 раза больше земли. Афины смеялись над Сталиным. Ну, не над тем смеялись. Это все последствия, попытка исправить прекраснодушные ошибки нового мышления Александра I. Вот где корни этих проблем. Мы ведь понимаем с вами, что можно по-разному относиться к империи, любить, не любить, говорить о том, что это устарело. Но Константин Победоносцев был не глупый человек. И он говорил, что империя – это всегда мир. Потому что противоречия между народами, населяющими империю, притираются и стираются и уравновешиваются верховной властью, для которой все подданные народы равны, и которым важно поддерживать баланс. А как только появляется власть демократическая, выборная, как только эти народы направляют своих депутатов, которым нужно доказать свою полезность, которые начинают защищать свои узкотерриториальные, узконациональные, местнические интересы, система начинает ломаться. Получается так, что демократия парламентская – это война. Когда империя рассыпается, и каждый вроде бы действует из своих благих побуждений, и все вроде бы как хотят добра, но в результате война. И когда рассыпалась Советская империя 1991 года, мы получили войну. Карабах, Приднестровье, Абхазия, Осетия, Средняя Азия. Нам казалось, это далеко, а это были миллионы беженцев, десятки тысяч убитых. А потом эта война стала приближаться, становиться все ближе и ближе к нашим границам. И это все последствия распада империи, просто оттянутые во времени. Многие политологи полагают, что мы еще не знаем до конца, какую цену придется нам заплатить за ошибки исторические, за распад империи 91-го. Я не буду вас пугать, но нам надо знать историю. Надо изучать историю, чтобы понимать положительный и отрицательный опыт государственно-национального, имперского, советского, либерального строительства. Нам надо изучать историю, чтобы не повторять ошибки и учиться на успехах наших предков. Спасибо вам за любовь к русской истории. Всего самого доброго. До следующей встречи.